Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро. Несмотря на то, что у нас почти что 400, казалось бы, мало подписчиков, да, но при этом уникальных посетителей, те, кто смотрят канал, это больше 14 тысяч за ближайшие 28 дней. И всего просмотров больше 42 тысяч за ближайшие 28 дней. Так что это достаточно немало. И что это мне говорит? Это мне говорит о том, что большое количество новых зрителей приходят, те, которые еще не знакомы с самим каналом. Приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды. Сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за фуллстак разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт,
То есть вы можете, ну, все. То есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт, и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю. Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы... Это серия видео, которая посвящена хакатону. Кто-то принимает участие в хакатоне, а кто-то создает сайт, который вот помогает проводить хакатон. И эта вот серия, она будет посвящена именно созданию этого сайта, как он создается, как я его создаю. А вы можете принять участие участниками или судьями, менторами, организаторами в проведении этого хакатона. То есть, что у нас есть? У нас есть разные роли. Ближайшие это вот организаторы. Кстати, да, надо будет добавить страну Индия. Вот, есть судьи, есть менторы. Вот, и есть участники. Участников можно глянуть, допустим, по прошлому хакатону. Вот победители. Вот, так что, если вас интересует принять участие в качестве какой-то из ролей, то добро пожаловать. Эта серия вот посвящена сайту по созданию сайта хакатона. И если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом
хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги. Так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Доброго времени суток. Продолжаем разработку сайта по проведению хакатонов. Вот до ближайшего осталось 6 дней и 23 часа. И давайте глянем, что у нас уже выполнено и что еще необходимо. Давайте запускать наших агентов. Компьютер у меня опять крашнулся, поэтому сессия не сохранена. Change dir наша директория. Здесь запускаем клауда. В прошлый раз. Так, уже, кстати, Fable 5 уже доступен. Так что я его могу запустить, но если посмотреть на efforts, то я кодирую на X-High. На High он менее автономен в принятии своих решений. На X-High мне нравится, то есть он минут по 40 может самостоятельно делать. На максе я еще не кодил. То есть одна задача у меня была там сложная, которую я выполнил. На Max это красненькое такое, а Ultra Code, X-High плюс Workflows вообще ни разу не кодил. Нет у меня такого опыта. Там просто больше, я так понимаю, расходуется токенов. Если мне X-High вполне подходит, то мне Fable 5 тоже пока что не нужен. Так, и сразу запускаем несколько. Мы кодим в Windows, поэтому мы не запускаем Ubuntu. Сколько мне достаточно? Я думаю, 3 мне будет достаточно. В прошлый раз я успевал администрировать где-то 3 агентов. И попрошу их сразу ознакомиться, как со мной необходимо работать. Здесь написано буквально, прочитай до конца и соблюдай Cloud Instruction, Project Design, SDLC, Worktrees. То есть вот такая вот нехитрая инструкция, которая у нас здесь есть по хакатону нашему. И давайте посмотрим, что уже надо проверять. Так. Написано, что выполнено, но я не перенес куда-то вниз, значит, там были какие-то моменты, которые еще необходимо проверять. И, наверное, я их и проверю. Есть позитивные тесты, нужно накатить 1+5, проверить. Я, наверное, вот так вот все выделю и скопирую первым.
это контекст. Давайте Handy наш запустим, чтобы он мог расшифровывать мой текст. Как ты знаешь, мы уже работаем в рабочих деревьях с полной изоляцией каждого отдельного агента разработчика, и я хочу, чтобы ты нашел соответствующее дерево, которое подходит под эту задачу, и посмотрел, что там уже сделано, что там не сделано, и вот эти вот мелочи, адвизоры, не блокеры на потом, то есть насколько их надо делать, не надо делать, и проверь уже, создано ли 1+5 негативов в этом контексте. Ну и расскажи мне, желательно коротко, потому что я все-таки не алгоритм, не робот, и у меня ресурсы чтения, они очень скудные. Медленно читаю по сравнению с тобой. Но зато у меня хорошее контекстное окно, я помню, откуда мы идем и куда мы идем, поэтому мы как раз хорошая команда. Можем строить какие-то IT-продукты вместе. Понял, первый пункт онбординг относится относительные пути, переименование файла, помечен выполнено, и правда, файл уже start new AI dev md с подчеркиваниями, и внутри относительные пути ничего не трогаю. Теперь по задаче правим CI 3 флаг системы, прежде чем что-то предлагать, надо разобраться с фактическим состоянием кода. Твои заметки ссылаются на тест lib mjs и падает сразу, но память говорит, что флаг уже пофикшен. Сериализация 5x retry в тест d1 mjs. PR от 2 дня назад. Это противоречие. Читаю исходники, чтобы понять, что там на самом деле сейчас. Вот это вот название текущее, когда я выделяю в терминале, в новом интерфейсе клауда, он автоматически копирует. Очень классно, потому что Ctrl-C — это остановка задач в терминале. Поэтому Ctrl-Shift-C работает здесь. Но когда просто выделил, уже скопировалось, очень удобно. И возможность мышкой там тыкнуть куда-нибудь, что-нибудь и переместиться, а не обязательно клавишами. Ой. Теперь давайте по второму. Значит, что? Вот эта маленькая задачка, она выполнена. Ее сразу перемещаем, что сюда. И можно стереть, что выполнено. Здесь собраны только выполненные задачи. Нажмем «Сохранить». Второй. Так, тут 5 этапов. Я хочу тогда просто загнать все это в нашего разраба, и пусть он скажет, что уже готово, что еще нет. Да, все равно вставить, конечно. Это контекст. И понадиктовываем ему чуть-чуть. Это я тебе дал контекст, и я хочу, чтобы ты глянул, что из этого уже готово, а что еще нет. Есть ли рабочее дерево, может быть, это уже все выполнено. То есть дай мне максимально короткую выжимку того, что есть, потому что я человек, я читаю медленно, но ты читаешь быстро, и ты умный. А у меня лучше, чем у тебя, контекстное окно, то есть я помню больше в прошлое и знаю больше в будущее, поэтому мы вместе как раз строим хорошие продукты. Так, этого тоже назовем по задаче. 2.
И что у нас тут было? Есть. И какой у нас был еще третий? Залипание кликов в карточки судей. Это контекст. Я хочу, чтобы ты проверил, что из этого уже готово, а что еще предстоит сделать. Только, пожалуйста, экономно напиши мне, потому что я человек, и длинные контексты мне сложно читать. Ты умный, ты быстрый, а у меня преимущество, что у меня шире контекстное окно, чем у тебя. Ну и вместе мы строим хорошие продукты. Так, мне кажется, что нужен еще четвертый, чтобы он четвертое сразу проверил. Не факт, что я их успею администрировать 4, менеджерить. Но, во всяком случае, у нас здесь 4 задачи. Ой, тут добавилось. Не там клик был. Ctrl-Shift-C это скопировать. Это я закрываю, чтобы такого не повторилось в будущем. Запускаю нашего 4-го бойца. Это контекст того, что необходимо посмотреть, что уже выполнено, а что нет. Я хочу, чтобы ты посмотрел, выполнена эта задача или не выполнена. Если не выполнено, то что необходимо дополнительно сделать по этой задаче. И, пожалуйста, будь краток, потому что я человек, и мне сложно читать длинные полотна. У тебя высокий интеллект, ты умный и ты быстрый, но я читаю медленно, но у меня преимущество перед тобой есть это большое контекстное окно. Я помню много прошлого и знаю будущее. Поэтому мы вместе создаем хорошие продукты. Так, ну, вроде бы где-то так. Пока они думают, ну, будем переименовать надо 3-го и 4-го. То есть это у нас 4-й. И 3-го тоже надо переименовать. Нашел коротко. Дерева под эту задачу нет. Есть 2 чужих. Board all team. Другая фича. Доска команд. 2 коммита не смерджено. Live Global Map. Пустое. 0 коммитов. Ничего не начато. Поэтому почему нет? CI флаг уже в main. Fix the commission. Читаю прямо здесь. D1 файлы в очередь лечит причину burst. 5x retry на 1 запрос плюс classify failure 7303 слэш 429 не равно aus минус 403. Твой совет retry в testlib MGS устарел, D1 логика уехала в тест D1 MGS, а lib MGS теперь только read repo дом. Там делать нечего. 1 плюс 5 негатив. Есть с запасом. D1 helper test MGS 1 позитив, 7 негативов. Run test partition test MGS 1 позитив, 6 негативов. Partition. Плюс еще 6 plan wiring, мелочи. Маркер очереди ловит D1 MGS, 2 чистых теста зря идут последовательно и реально, но безвредно. Не трогать, починка усложнит маркер. А D1 helper
и правда импортирует D1 MGS. Run Remote, дефолт 5 попыток, напрямую не засторожен. Единственная реальная дырка, но закрыть по-честному мини-рефактор, впрыснуть исполнитель сейчас не зовет spawn sync и без удара по D1 не тестится. Ценность низкая, этот путь и так гоняется живым раунд-трип на каждом припуш. Вывод задачи фактически закрыта. Ни одна мелочь дерева не стоит. Ну, отлично. То есть здесь мы отмечаем, что это все выполнено. Здесь сложно мне тестировать, что фактически накачано, накатилось на сервак. Поэтому здесь мы будем доверять на слово. Значит, первое, это у нас выполнено. Сохраним и давайте глянем вообще, как у нас главное выглядит визуально. Там должна быть вот такая вот линия появится хорошая, только она как-то не респонсивная, кружок как-то уходит то влево, то вправо. Так. Добавленная бизнес Success Track. Первое место $50, второе 30, третье 20 символически, суммарно $100 призовой фонд. И World Impact Track Certificates of Achievement. Давайте проверим, оно там сертификаты of Achievement. July тут тоже есть. Вроде бы мы как-то хотели переехать, чтобы они не дублировались. Наверное, это первому и поручим. Значит, первый — это уникальность контента текущий на главной, а после выдачи сертификатов уезжает на History в Edition. Такое длинное название у нас будет. Я когда увидел, что здесь длинные названия помещаются и можно просто наведением клика это их вызвать, то мне уже понравилось. Хорошо, значит, по этой задаче мы ничего делать не будем. Я хочу тебя сосредоточить на другой задаче. У нас есть главное, и на этой главной есть все, что сейчас происходит. И мы договорились так, что в истории July наш появляется только после того, как уже выданы все сертификаты по текущему хакатону, то есть тогда он уезжает в историю, чтобы контент не дублировался. Получается, сейчас вот это вот history, он является лишним, и мы все соединяем в главную. Посмотри, пожалуйста, что для этого нужно сделать, чтобы это все было, как автоматически. То есть сертификаты я выдаю, можно сказать, в полурочном режиме. То есть я отмечаю, кто победил, и после этого они уже выдаются. И вот после этого уже должен уезжать в историю наш текущий хакатон. То есть вот какую-то такую логику предусмотри, пожалуйста, чтобы это все было автоматически, и чтобы на главную переносился тогда уже следующий новый хакатон.
пусть подумает, я паузу сделаю. Заодно после паузы проверил, хороший ли звук. Ну, во всяком случае, без помех. У меня там были какие-то помехи одно время, но вроде бы уже починил. Проблемы с питанием были звуковой карты. Наладил все. Так, значит, первый, он говорит, отличная задача. Это ровно тот жизненный цикл из эпика, единого источника, редакции, архив, когда розданы дипломы. Прежде чем предлагать логику, разберусь, как редакции устроены сейчас, откуда главная история, страница, редакции берут данные и по какому сигналу можно понять, сертификаты выданы, читая ядро. Давайте глянем сейчас, что у нас. Ну, допустим, кстати, можно вот этому человеку выдать страну. Надо добавить. А то она здесь и есть, а как-то не подтянута. Кстати, это баг. Явный баг. Это может быть наш 5. Пусть будет 5. Баг. Страна. Индия. В картах есть АО Орга. Нет. Необходимо проверить, откуда тянется сейчас страна Индия. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, вначале она должна была появиться у организатора нашего, а уже после того, как появляется у нашего организатора, то она должна втягиваться в текущий хакатон. Проверь, пожалуйста, как это все сейчас по факту, и сделай так, как правильно должно быть. Давайте 5 добавим нам кодера, так как мы изоляцию уже настроили, они могут параллельно кодить. Моя маленькая гордость. У меня товарищ больше одного не может запустить. Но он не программист. И не смотрит наш канал. Хоть подписался на меня, но не смотрит. Сейчас зарабатывает другим. Ну, как и многие мы. Вот. Но если бы посмотрел наш канал, то знал бы, как настроить изоляцию. Так, контекст. Ой, я ему забыл скормить вот этот базовый стартовый файл. Надо. Вот он начнет кодить, и у него ничего не получится. Давайте к первому перейдем. Все, картина собрал полностью, отвечаю коротко. Короткое такое полотно, ну, такое относительно коротко, что сейчас диагноз current, ручная константа, current edition в lib edition MJS, плюс вторая копия в functions API winner.js, смена редакции, правка руками. История страниц редакции тоже руками, не из данных. 2 захардкодженных блока. July, happening now, June, completed. По одному рукописному файлу на редакцию. 1300 строк с копипастой. Пагинация в Elemently нет. Пагинации в Elemently нету. Дубль, на который ты показываешь. Пока July текущая, она в 3 местах главная, своя страница и в History. Как live. Сигнал сертификаты выданы, уже существуют де-факто артефакты, hackathon Slack, Podium JSON, которые ты коммитишь после build, search, Podium, Team.
У June они есть в истории, у July нет. Текущая динамика. Team Participants уже ветвится, есть артефакт. Нет. Идея автоматики. Сделать current вычисляемым, а не константой. Редакции по порядку дат. Текущая первая, у которой сертификаты еще не выданы. Все раньше история. Триггер выданы. Появился подиум JSON. То, что ты и так коммитишь. Закоммитил грамоты. July, следующий деплой сам. July уезжает в историю, своя страница, строка в history. Главное, перескакивает на August. 0 лишних шагов. Одно решение от тебя. Полностью автосборка. Detected артефакт сама. Выдал грамоту, уехал в историю. Рекомендую. Это ровно то автоматически, что ты просишь. Б. Одна строчка. Ставишь архив. Честно, где основная работа, спорный момент, само определение текущий легко, настоящий объем, увести history и страницы редакции в данные, один шаблон пагинации на все редакции вместо рукописных копий. Это есть то, что убирает дубль и деплой каждую новую редакцию бесплатной. Плюс мелкие гочи, которые поправлю по ходу, захаркоченные датой July в OG, схема org мета, при флипе сам не обновится, и привязку подачи в winner.js. Если ок вариант, да, мне все нравится. Единственное, я хочу сказать, что я бы тебя просил дополнительно реализовать для всех организаторов, судей и менторов. Мне в моем личном кабинете hackathon/org чтобы у меня было управление, чтобы я мог назначать, кому выдать какие грамоты. То есть у нас есть грамоты участник, есть там ключевой организатор, да, есть обычный организатор, есть менторы, есть судьи. И сейчас это только заявленные люди, но придут ли они и выполнят ли свои обязанности, мы еще не знаем. То есть я уже буду проставлять галочки по факту. То есть я хочу, чтобы ты реализовал не только бэкэнд и логику, а еще и фронт-энд у меня в моем личном кабинете фаундера, чтобы я мог это отметить. И получается, когда я отметил всех, а там хорошо, чтобы был какой-то перечень, что я всех отметил или не всех отметил, то есть там, допустим, столько-то уже отметил из стольки-то. И там должны быть возможности, то есть выдать сертификат, возможность, какой сертификат выдается этому человеку, исходя из той роли, на которую он был заявлен, и, допустим, человек выбыл заранее, то есть сертификат не выдается, то есть он свои обязательства не выполнил. То есть такая опция тоже должна быть. Я это в админке у себя выставляю. И то же самое по победителям. То есть я выбираю, грубо говоря, 6 победителей, и они могут одни и те же команды выиграть в разных номинациях призовые места. То есть это не обязательно на одну команду, а только один сертификат, на одну команду может быть несколько сертификатов. То есть вот такое вот еще добавление. А так, да, все правильно, все хорошо, все одобряю, делай. Надеюсь, мои пояснения были полезны. Если возникли какие-то новые вопросы, то задай, пожалуйста. Это он думает. Вот видите, то, что я надиктовал, а сейчас он уже вставил. И мне надо кликом моим быть там, где он находится. Давайте пятый. Пятый он уже что-то
делает. Он изучает пока что. Так, залипание карточек. Давайте глянем. Проверил, вот честная картина. Что уже готово? PR227. Сам квадрат судьи, ментор орга, переведен в ховер. Почему ты все еще видишь залипание? Я еще не вижу. Я просто спросил, готово или не готово. Давайте оттестируем. Допустим, я тыкаю в нашего судью, возвращаюсь обратно. Ну да, залипание все-таки еще есть. Почему ты все еще видишь залипание? Судейская карточка — это 2 слоя сразу. Person и Card Link. У нее есть кликабельная плашка, ссылка. Первый слой починили, а второй нет. Ну, отлично. Важно, PR 227 сознательно пропустил Card Link с формулировкой «это только Timeline History», там клик в той же вкладке не залипает. Это была ошибка. Card Link висит и на судьях, которые открываются в новой вкладке. Отсюда баг. То есть родственник обнаружен, то есть контейнер секции, не карточка, человек вторично. Что осталось сделать? Да, делай. То есть третий у нас пошел в работу. И я так понимаю, что это надо тестировать также на самой главной. Допустим, в Игоре кликнем, да, залипание остается. Интерактивненько так пусть будет. Так, карта не подчинена, то есть Грузии я здесь не вижу. Она не втянулась. Так, значит, 4 давайте почитаем. Разобрался, вот вердикт по каждому пункту коротко. Что сейчас реально в коде? Глобальная карта, единый источник частично. Карта Edition, единый источник готова. Winners, участники, карта Edition готова только для живой редакции. Глобально автовтягивает все Edition не сделано. Ну да, мы видели, что не сделано. Пояснение. Карта редакции берет динамический SD1 через общий. Единый источник есть. Для текущей живой редакции endpoint тянет и участников, и роли. Судьи, менторы, победители работает, как ты думал, но когда редакция замораживается, выданные дипломы статические. Сборка читает только represents JSON и теряет страны, судей, менторов, победителей, динамика статика. Слово «теряет», я думаю, это не соответствует тому, что есть. То есть просто уже не считывает, не нагружает базу данных, а в локалку переходит. Файл записанный статичный. P1, P4. Тут корень проблемы. Все карты главные, apply me, смотрят в один файл, countries.json, формально единый источник, да, но countries.json статический снимок, который собирается офлайн, build countries MJS как союз только закомиченных. Participant JSON на диске сейчас лежит только Hakon Web 2026.06. И текущая редакция данные живут в D1, в глобальную карту не попадает вообще, пока кто-то вручную не прогонит сборку и не закоммитит файл. Автовтягивания в живом Edition нет. Что нужно доделать? Посмотри, вообще, эта задача уже начинала делаться, и там мы предусматривали тройной антикраш якорь, что КВ на серваке это все
проверяет раз в сутки, и что карта там подтягивается. Ну, поищи записи, техническое задание, уже частичную реализацию. Может быть, это уже где-то было. Ну, то есть он увидел факт, но сейчас я его еще прошу поискать рабочие деревья. Может, есть какие-то рабочие деревья, которые еще не смерджены, и там есть техническое задание, как мы это хотели реализовывать, потому что я помню, что мы это обсуждали, и даже видео об этом выпустил. Но, может быть, если это еще не смерджено, то где-то на локалке висит открытое рабочее дерево. Или, может быть, PR не смердженный висит на нашем проекте. Кстати, да. Давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то здесь висят pull реквесты. History Map Edits, Homepage, Hackathon Round Trip, Onboarded and DLC Docs. Я бы, наверное, тогда вот это еще... Да, то есть здесь есть то, что еще висит. И недоделано. Я бы 6-го тогда еще запустил. Чтобы он довел 6-й PR открытый смерджить. А что у нас здесь? Давайте мы 6-го запустим. Дадим ему прочитать базовый файл. И попросим его довести вот этот вот pull request до реализации, если необходимо. Смотри, пожалуйста, этот pull request и дай короткий вывод, нужно ли его доводить до результата. Если там что-то полезное, то, что нам нужно, то давай доведи его сразу до результата. Как у нас это все называется? Открытый PR смерджить. А здесь у нас History Map Edition, Homepage, Hackathon, Round Trip Test, Onboarding, SDLC Doc. Вроде моя проверка не нужна, то есть здесь просто надо resolve конфликт сделать, и все, то есть approve не требуется. Давайте уникальность контента наш посмотрим. Первый разраб разобрался. Важно, говорю сразу, чтобы не пилить дубль. Большая часть этого у тебя уже работает, что уже есть в org. Под тобой founder admin, блок admin, winner, submission, колонка approve на каждой строке человека, галочка ролей, команда, отметил, грамота выдается, пишется в certification, снял, отзывается, автосейв, предзаполнено из уже выданных грамот. То есть выдать по факту роли и выполнить грамоты, снять галку, уже реализованы, бэкэнд, фронтенд, тесты. Про победителей твое опасение снято. Ограничения одна грамота на команду нету. Один человек может держать в бизнес-место и импакт-место. Несколько человек, одна команда, тоже 6 слотов, бизнес. Раз, два, три, импакт, раз, два, три. Заполняется назначением людей людям. Все это
Модель уже позволяет, что реально не хватает под твой запрос. И я построю счетчик обзор прогресса. Отмечено X и Y панель пьедестала. Какие из 6 призовых слотов заняты, кто еще не размечен. Сейчас этого нет. Главный гэп. Ну, гэп это пробел, недостаток, пятно слепое. Предзаполнение по заявленной роли, чтобы ты просто подтверждал, снимал, а не проставлял с нуля, уточню в UX. 2 вопроса, без них не строю правильно. Ключевой организатор Critical Organization — это отдельный тип грамот, который колонка Approve сейчас не управляет в системе. Он завязан на топ-50 лидерборда. Корона автоматически. Ты хочешь назначить его руками, галочкой, как остальные роли, или пусть остается авто по лидерборду. Я хочу оставить авто с возможностью ручного управления. То есть, допустим, если кто-то не вошел в топ-50%, но я хочу его дополнительно выделить, то чтобы я мог ему выдать Critical Organizer роль вместо обычного Organizer. То есть, да. И что еще дополнительно хочу сказать, что отмечено X из Y, панель пьедестала, там должны отмечаться сразу все роли, потому что я так понимаю, что если я по всем ролям выдал сертификат, то тогда уже переезжает с главной в историю наш Edition. Вот мне важно понимать, сколько я еще не сделал, чтобы переехало в историю, и мне важно понимать, что уже переехал в историю. Вот такой вот момент. То есть не просто XY, а еще факт переезда в историю. Так, грамота участник сейчас выдается пакетно всем из responses, не по человечно в этой таблице. Оставляем так, или хочешь тоже отметить по факту, кто реально участвовал в грамоте. Я думаю, автоматически пусть будет, как сейчас сделано. Так, что у нас здесь? Второй. Нет спонсора, мы еще не подписали договор. Короткая сводка, вертик под эту задачу нету. Есть 2 чужих. Доска команд, пустой. Так. Твой пункт 2 убрать спонсора у июля сделан целиком через один источник. Блок нигде не рисуется автоматически. Главной страницы редакции блока нет. Грамота, лого не печатается. Июнь со спонсором сохранен. Битая PNG грамота из твоего комита к этапу 5 тоже пофикшена. Давайте посмотрим. То есть там было на каком-то судье вроде бы было как будто бы certificates. Я не вижу, что здесь certificates починено. То есть certificates. Ну тут есть надпись, что дипломы появятся здесь после проведения хакатона. Тогда нормально. Так, хорошо. Ну, вроде бы да. Тогда это все так поудаляем.
Вывод: все из контекста, что ты мне дал, уже реализовано в main, открытых задач по нему нет. Единственный мелкий косметический хвост, который я заметил, на странице июля во вступительном абзаце все еще висит текст and the sponsors back in this edition, и похоже на главное. А сам блок спонсора скрыт, но слова еще упоминают. Это не ссылка на спонсора, просто встречная формулировка. Чинить сейчас отдельным пиаром или оставить. Ну, отлично. Да. Почини, плиз. Ну, вот это вот мы выделим, что второй у нас занимается как бы так сделать, вот так вот, наверное, скопировать его название сюда, а вот эти вот все штуки про второго мы вырезаем и вставляем в выполнено. И разделитель нашу стенку вставляем, чтобы легко отличать, где было, где есть. Так, значит, второй у нас выполняет понятную, легкую, мелкую задачу. Давайте к пятому перейдем. Что там вообще наша страна? Индия. Так, разобрался. Ох, написал немало. Оба разведчика вернулись, и я перепроверил код руками. Вот как оно по факту и где собака зарыта. Как сейчас устроено, что относится к текущему хакатону. А в проекте есть два разных определения текущего хакатона, и они не совпадают. Орг-кабинет считает по дате подачи заявки, подачи винер отсечки. Это создано, сделано по дате, а не по колонке Edition, прямо в комментарии и в памяти проекта. Часто null или стране, поэтому им не доверяют. PR200 и 204. Карты редакции считает по колонке Edition, участники, роли. Где баг? Карты редакции тянет страну, роли из Our Profiles Country, отбирая строки по Edition, а орг-кабинет ту же таблицу отбирает по Submitted Add, отсечка. Это разные. Это у нас, я так понимаю, пошло тестирование, то есть кто-то завершил свою задачу, и вот сейчас у нас происходит тестирование, что все работает. Как-то они мало всего протестировали, мне кажется, что там должно быть больше тестов, но вообще хоть что-то. То есть мы тестируем через реальный браузер, работает ли регистрация участников, хотя бы вот такой базовый функционал. Ну, хорошо. Так, открылось на весь экран, то есть этот баг уже починен. Хорошо, то есть какие-то шажочки в сторону улучшения сделаны. Где баг? Карта редакции тянет страну из роли Our Profiles Country, отбирая строки по Edition, Hackon Vibe 2026-07, а орг-кабинет ту же таблицу отбирает по Submitted Add, отсечка. Это разные правила, результаты расходятся. Итог для Balasag Teswar R. Его строка Word Profiles попадает в карту колонка Edition текущая, но не попадает в орг-реестр Winner, по дате не проходит. Индия на карте есть, а орга нет. Ровно то, что ты писал. По сути, это недосмотр PR
222. Он добавил страны всех ролей на карту, но привязал их к колонке Edition, то самое, от чего PR200-204 намеренно ушли на стороне оргкабинета. Карта осталась единственным местом, где все еще верят ненадежной колонке. Оговорка честная. Живую прод D1 я из этой оболочки проверить не смог. Рамблер вернул аккаунт not authorized, так что конкретную строку проверить не смог. Я вывел из кода, а не подтвердил на данных. Подтвержденный реальный D1 уже в work3 при реализации, там при push, и так бьет по живой базе. Еще замечу обязанность нашел, скажи. List Word Profiles в орг-кабинете вообще не выбирает country. То есть страну роль орг сейчас не видит как поле в принципе, только у заявок участников. Как, по-моему, правильно. Твоя формула сначала появляется у организатора, потом втягивается в текущий хакатон. Это про единое определение. Карта должна отбирать текущий хакатон тем же правилам по дате, что и орг-реестр. Тогда страна не может появиться на карте раньше, чем человек оказался в орг-реестре текущего хакатона. Моя рекомендация фикс. Для текущей редакции отбить по submitted add current scenes как орг-кабинет, а не по edition. Плюс убрать дублирование отсечки. Сейчас она живет в 3 местах. И понадобится, что противоречит принципу единого источника Epic. Прежде чем идти в work3 и кодить, уточню 2 момента, чтобы не сделать не то. Появится у организатора какое правило. Я читаю, что как то же дает правило, что в орг-реестре без гейта согласия одобрения важна карта намеренно сделана без гейта согласия. Смотри, я хочу, чтобы вообще все карты были добавлены в возможность выбора. Мне кажется, что сейчас у нас не все страны, надо добавить все страны, и как только человек начинает вводить слова, то чтобы уже по первым 3 буквам оставались только релевантные страны. То есть, чтобы человек не был обязан вводить все название, а чтобы там по-умному все отрабатывало. Вот это первое, что сделаем. Ну, то есть это ответ на первый вопрос, если я его правильно понял. Так, и давайте второе почитаем. Объем фикса чинить только ветку ролей, собственно, кейс Индия, или заодно привести ветку участника к дате и вынести отсечку в единый источник. Да, единый источник, пожалуйста. Давай я тебе дополнительно надиктую контекст, что я хочу сделать. Я хочу, чтобы страна участия, здесь я думаю, что важно сделать ее, во-первых, обязательной и для организаторов, и для участников. И там пояснить, что страна проживания. Ну, страна физического нахождения прямо сейчас. Да, то есть вот так вот пояснить. И сделать ее обязательной и для организаторов, менторов, судей, и для участников. И сделать, наверное, фотографию тоже обязательной, чтобы дважды не запрашивать эти данные в начале у участников, а потом у победителей. То есть вот эти вот изменения, пожалуйста, возьми в себя. Так, это отправим. И 5 мы, получается, добавим, что здесь еще. Добавить все страны.
После того, как введено три символа, срабатывает поиск по стране. Страна обязательно для всех равно место, где физически сейчас находишься. А фото сделать обязательным для всех. Наверное, так. Зафиксируем. Небольшая пауза. Продолжаем. Так, он что-то мне пишет. Понял тебя, это фактически расширил задачу. Да, я перепроверю пару фактов в коде, чтобы план был точным, как сейчас устроены поля стран и фото в формах, и соберу стейдж-план. Что ты хочешь, мое понимание? Единый источник для текущего хакатона. Починить рассинхрон карт .org подтвердил. Полный список стран. Сейчас словарь. Курируемый огрызок на 40 стран. Нужно все 250 плюс-минус. Умный ввод страны. Typehead. Человек печатает 3 буквы. Остаются только подходящие страны. Полное название вводить не надо. Сейчас это просто free text input. Отсюда и мусор, который потом чистит fold. Страна обязательно для всех ролей. Сейчас участников она required. Winner optional. Сделать обязательно и там, и там. Пояснить смысл поля, страна проживания, где вы физически находитесь прямо сейчас. Фото обязательно для участников. На видео фото уже required. А при регистрации участника поля фото вообще нет. Оно добавляется потом в профиле. Значит, нужно добавить загрузку фото в саму регистрацию. Сделать required. План 3 PR. Веду все до мерджа автономно. PR1 баг, единый источник, выношу отсечки и редакцию по дате в единый источник. Дефолт отсечка. Начинает импортировать оттуда. Сейчас дублируют. Карта редакции. Для текущей редакции отбивает все ветки. Участники роли. Как орг-реест, а не по колонке. Индия на карте, но не в орг уходит. Полный список стран. Умный ввод обязательностью. Единый источник всех стран. ICO 3166. Из него и нормализация. Узнает все страны, мусор по-прежнему отсекается. И опции пикера. Общий ванила модуль. Typehead без зависимостей, как весь фронт. Version apply me. Resident citizenship. И winner country. На winner страна становится required. Клиент-сервер winner.js. Пояснение where you physically live right now. На поле residence. PR3. Фото обязательно для участников. Добавляю загрузку фото фоном. Окей. Так. Обновляю блокирующий end-to-end, чтобы робот грузил реальные фото. Риски, на что обращаю внимание. Обязанность нашел, скажи. End-to-end фото. Самое хрупкое обязательное фото при регистрации. Значит, что видимый Playwright робот в блокирующем припуш шаг 8 обязан приложить картинку и дождаться браузерного сжатия загрузки, иначе пуш физически не пройдет. Сделаем, но это самый тонкий кусок. PR3. Барьер на входе растет, обязательные фото страна, меньше трения, потенциально меньше регистраций. Это твое просто фиксируем. Legacy строки без страны фото старые не сломаются, обязанность только для новых подач. Карта аватара уже мягко деградирует инициалы строк.
курируемый словарь, полный список. Намеренно память проекта говорит: курируемый allow list, ты явно просишь все страны, обновляю память, спикером мусор, и так исчезает. Дефолты, которые беру сам, поправь, если не так. У участника оставляю оба поля, resident citizenship, оба уже required. Просто добавлю пикер обоим и поясню residence. Давай оставим только residence, то есть спрашивать будем только residence, а citizenship это я буду, если что, если необходимо, вносить вручную. То есть сейчас так. А так все утверждаю, да, все так, занимайся, спасибо. Так, наверное, может быть какой-то знак сделать, что этот уже пущен в работу, там, допустим, точечка в начале, или запятая вот такая вот. Что у нас здесь? Разобрался, короткий вывод, этот пиар доводить не нужно, его надо закрыть, вот почему. Создан 6 июня, почти месяц назад, статус Conflicting Dirty сам по себе уже не мерджится, заявлен как надмножество PR2, это реально осталось в дифе против сегодняшнего main. Прямое противоречие текущей доктрине. Вывод: полезно ничего. Удаляй. Хорошо, значит, этот у нас свободный. Вот мы так вот и разгребаемся потихонечку. Так, что у нас здесь? Готово, слито в main. То есть, скорее всего, у нас уже это автоматически втянулось на наш сайт. Давайте Ctrl-Shift-R, чтобы у нас стили обновились. И попробуем покликать на судьи. Вроде бы сработало. Залипания нету. Давайте физически еще вот так вот кликнем. Да, залипания нету. Все починено. Мне нравится. Это проверено. Залипания нету. Так, и что он говорит? Хвост не тех долг, просто к сведению. Удаленную ветку стереть нельзя. Да, хорошо. Второе готово. Слит в main. Прод собирается автоматически. В Wrangler Deploy что сделал? Убрал словесное упоминание спонсора. У июля сам блок был скрыт еще с 225-го пиара. Страница, главная, развилка. Решил сам в духе плана, прямое удаление, а не if условия, механика red baseline, пинет исходник, а не пересобирается, а это условный текст остался бы внутри if и плохо стерегся source grep'ом. Прямое удаление дает чистое несущее сторож. Июнь не тронут, там спонсор есть, текст верный. Гейты все зеленые. Хвост на будущее, не в этом пиар. Отмечаю, что нашел. Говори, когда июль уедет в архив после раздачи дипломов, он без спонсора. Общий тизер. Архив below with the participants and sponsor станет неточным, тогда стоит сделать его Edition where сейчас рано. В архиве только июнь со списком зафиксировав память. Я думаю, нормально. Значит, что у нас там было изначально?
Так, это он уже починил. А вот это вот мы поищем на главной, что его действительно нету. Его действительно нету. Хорошо, значит, мы отмечаем эту задачу как выполненной. Вторая задача у нас выполнена. Давайте сюда. Выполнено. Засунем. А сегодня быстренько, да, как-то идет? Или мне так кажется, что быстренько? По ощущениям очень быстренько. Второе тоже отмечаю, что плюсик. Так, А1 готовая, зеленая, бэкэнд, фронтенд, тесты, дальше по стейдж. Отмечаю. Ну, ты делай сразу до конца, зачем ты мне останавливаешься? Делай до конца. Первое, второе, третье. Так, и сейчас почитаем на всякий случай, может тут что-то такое, развилка. Бэкэнд, переправляемые, типы грамот, фронтенд, в колонке checkbox critical, тесты, дальше по stage. Ну, просто остановился из-за того, что ленится. Так, четвертый у нас из базы данных сами втягиваются в карты. Карты. КВ биндинг, суточный крон в Wrangler JSON нету. Ага. Да, ровно как ты помнишь, нашел незамердженный work 3. А что нашлось? Work 3, ТЗ твой якорь, все застейджено, но не закомиченное, нигде не смержено, висит только на диске, хрупко можно потерять. Это в ТЗ. Вывод написан слой отдачи, тройной fallback route, не сделан весь механизм обновления КВ, суточный крон. Доделай, пожалуйста, задачу до конца полностью. Вот, четвертый у нас начинает выполнять. Такую точечку, запятую поставим. И у нас получается первый, четвертый, пятый в работе. Ну да, так и под документацией. PR открытый смерджить. Это можно стереть, потому что мы посмотрели, это не актуально. Давайте глянем по нашим моментам. Залипание кликов в history карточек судей. Починено. Выполнено. Так, что еще? Роль капитана, регистрация, одобрение участника, роль участника, регистрация, выбор команды. Я бы еще здесь посмотрел сама. Видеоинструкция выложить на главную участникам. Саму регистрацию пройти, наверное. Сейчас давайте я пройду саму регистрацию. Пройти саму регистрацию. Как это сейчас у нас есть. Допустим, я кликаю регистрация. Так, это что-то не то. Да, это инкогнито режим. Кнопочки у нас зовущие приятные такие. Алинмо. Ну, последовательность чуть-чуть поменяем, и так все ок. Еще я хотел поменять смена визуала посадочный, реферальный, больше статуса в тупиковую страницу. Сейчас она у нас голенькая такая.
Так, логин и регистрация, ваше имя. Тест. Name. И такая вот дата. Continue. Some test mail. yahoo.com. Должно выбить ошибка. Discord name. Discord name. Country of residence. United States. А я не понимаю, это откуда подтягивается Канада. То есть пока что еще это не реализовано, не залито. Пока что еще у нас эта задача не реализована, поэтому ее country of residence, country of citizenship. Да, пусть будет. Я сейчас посмотрел, как у нас сделано Country of Residence и Country of Citizenship. У участников обязательное. То же самое добавь к непосредственно самим судьям. То есть пусть это будет обязательные для заполнения поля. Я ошибся, когда я сказал, что Citizenship будет заполняться мной вручную. Пусть это будет обязательное поле и для участников, и для виннеров. Ну, для оргов, для всех. А кому мы поручили это вообще? Это 4-му или 5-му мы это поручили? Ой. Это... Сори. Это не тебе. 5-му это закинем. 5-му это контекст, а 4-й наш делает. База данных, сами втягивает карта. Первая необходимо проверить, как карта глобальная везде. Нужно сменить. Ага. Да, то есть это по карте. А здесь уже поиск, 3 символа и все остальное. Уникальность контента. У нас все кодят. Год рождения 2020. Пройдет ли такое? Tell us more optional. А если это 5-й уже делает? Я хочу, чтобы в карточке регистрации это было не открывающееся меню, а сразу открытое меню. Чтобы большее количество людей заполняли эти поля. Данные реальные D1 у
нашего организатора ID 2030, роль органайзера, ликвидация submitted, после отсечки, поле country 0 и ни одной строки World Profile, страна Индия, значит Индия на карте приходит не от роли, а от участника represents, проверю это. Окей. А ваша роль в команде, когда человек регистрируется, то надо выдать человеку просто чекбоксы уже существующих ролей, и у нас там еще input, куда человек может ввести свою роль, если среди предложенного этой роли нету. То есть не свободное поле, как это сейчас. У нас логика завязана на том, что роль выбрана, и роль выбрана участником, поэтому сделаем это поле обязательным для отмечания, то есть хотя бы одно человек должен как-то что-то выбрать из чекбоксов или вписать свое. Ну и может выбрать абсолютно все и еще дополнительно что-то свое вписать. Такое тоже может быть. Так, это у нас мы с пятым общаемся. К пятому мы еще добавляем регистрация. Подробнее о человеке, не выпадающий список, роль пикер, чекбоксы, плюс input обязательное. Так, давайте глянем. Что тут разрешено у нас? Какие разрешения? Я даю согласие OpenWrite на обработку и публикацию информации обо мне как об участнике и соответствии с условием конфиденциальности, а также разрешаю OpenWrite публиковать и использовать любые предоставленные мной материалы, проекты презентации видео для публичного показа в любое время без дополнительного согласования со мной. Да. Вроде все как надо. Что у нас тут по паролю? Никаких требований. То есть единичку написать и все. Нужно здесь пояснить людям, что это имя будет использовано для выдачи сертификатов участников и победителей хакатона, поэтому предлагается вводить свое реальное имя, которое человек хочет, чтобы было в дипломе. Так, еще это запишем, что тестировать. Наверное, это в первом, потому что это в самом начале. Имя по
Пояснение, что нужно использовать реальное имя, так как оно будет использоваться для выдачи сертификатов. Победителей и участников. Хорошо. Роль участника, регистрация, выбор команды, видеоинструкцию выложить на главным участникам, главная вертикальная линия с шагами, которые нужно сделать. Да, это уже реализовано. Ну, то есть оно подлежит там уточнению, но уже сама логика визуал дизайна выполнена. Таймер в шапке с обратным отсчетом выполнено. Ну, у нас уже вот такой вот, да, как бы MVP сайта по хакатону уже очень близко к реализации. Реферальная ссылка больше, чем ссылка. Общая карта, судьи, кнопки. Ага. То есть это уже зафиксировано, что это необходимо сделать. Это в разработке. Стираем. Я думаю, им надо просто дать время, чтобы они поработали уже, закодили. Я им не хочу мешать и накатывать какие-то новые вещи, потому что они будут уже вступать в какой-то конфликт. Так что вот это вот я, наверное, оставлю им как есть. Пусть занимаются. Продолжаем разработку нашего хакатона, сайта по хакатонам. У нас вроде бы тут что-то доделали наши 3 разработчика. Эпик жизненный цикл редакции. Закрыт все на проде. Кабинет фаундера. Current Edition теперь вычисляется из Result Public. Страница редакции из данных. Пагинация, конец, копипаста. Так, как это работает для тебя теперь? Разметил грамоты в org. Прогнал npm run build result hackathon 2026-07, закоммитил. Редакция сама уезжает в history. Август встает на главный счетчик, целит на него, 0 правки кода. Баг, который я внес, нашел, говорю. В общем шаблоне Edition NJK вводная копия захардкожена июньская. А для июня верно. Спонсор есть, но шаблон общий, тогда... По-моему, мы это уже в каком-то делали. Стени Origin, по-моему, этот фикс уже накатили. Так, развилка, которая решил дефолтом для твоего сведения. Critical Organizer. Корона пока 150, оставил как есть. Грамоты по короне не делаю. Сердце свободен, ручной выбор. Иначе не выделить того, кто в топ-50 не попал. Механизм переезда выбрал явное состояние, чистую деривацию, а не дефект артефакта, по-твоему, правильно и надолго. Один источник. Participant оставил автопакетно, как ты сказал. Хвосты на потом, тех долг не срочно, сквозной текст.
хендлера. Кабинет is edition archived. Архив сейчас Unity Live Default указатели. На новый UI путь Critical versus Organizer из Epic Lib. Я не понимаю. Так, у нас какой-то разраб накатывает, ну и там уже есть выбор ролей. Start is soon. Это какое-то неправильное отображение. Или он не на сайте проверяет. Объясни 5-летнему ребенку, ты написал очень сложно. Какой баг и как исправить предлагаешь? Так, что у нас 4-й? Он еще у нас кодит. Ничего себе. Я даже не знаю, сколько он там автономно работает. А мне будет интересно, сколько ты автономно работал. И посчитай это, пожалуйста, как-то. Вообще. Очень долго работал. Так, баг страна. А тут что? Скажи, пожалуйста, в техническом задании было ли у тебя, что необходимо организатору конкретному добавить страну Индия или не было? Потому что, ну, по-прежнему не добавлено. Так, давайте проверим, что он сделал. То есть логин и регистрация. Ну, у меня логин и регистрация открывает, может быть, чуть-чуть другое. Поэтому я открою сразу из инкогнито режима, чтобы никакие мои сохраненные... Ну да, вот у меня сразу подтянулось что-нибудь новое, как у обычного пользователя. Тест. Some new name. Use your real name. It does on your participation and winner certificates. Добавлено, то есть это хорошо. Starts on soon. Сломалось, не везде обратный отсчет подтянулся, то есть на главной он работает, а не на всех хедерах он работает. Проверь все хедеры, откуда тянутся, ну, вот этот обратный отсчет, и почини, чтобы везде это было. Ну да, он забыл это сделать, так что, видите, подчищаем. Так, давайте какой-то тест собачка yahoo.com. Должно заблокироваться, нужен Gmail.
Discord name. Test. Name. Наше фото. Давайте без фото попробуем сделать. Так, residence. Допустим, Канада. Ватикан-Сити. Окей. Пусть будет Ватикан-Сити. А год рождения, ну пусть будет 2020. Инди, хакер, генералист, USDet, full stack. Tell us more about optional. Так, а если я здесь ничего не выберу, да? Давайте попробуем здесь ничего не выбрать. Create my space. Красненьким выделяет хорошим. Все, что не сделано. Gmail.com. Окей, так, сейчас. Что у нас? Choose фото. Перекидывает туда, хорошо. Нету никакой фотки. Ну ладно, давайте какой-нибудь скачаем. Картинки. Какая птица? Серьезная. Серьезная птица. Я на сайте буду. Серьезная птица. Ой, вообще как красиво. Так, здесь. Ну, попробуем все-таки еще. Вот, перекидывает. И уже пароль. Ну, давайте единичка будет. Еще вот это вот надо выбрать. Минимум 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 циферок. И создалась. Грузия сюда уже подтянулась. Моя фотография, которую могу изменить. Роли. Ссылки. Команда. Create your team. По-моему, выглядит все классненько. Жду 2 инди-хакеров и 1 SDET. SDET. Browse team to join. Уже есть 2 команды не тестовые. Так, отлично. Это тестовые команды. Отлично, есть уже и vacant PM, PM wanted, indie hacker, generalist, PM. Человек, проект-менеджер, хочет еще 2 проект-менеджеров в команду и 1 хакера, то есть на 1 рабочую лошадку будет 3 менеджера-управленца. Ну вот такой вот дизайн. Позволь драконам. Позволь себе быть драконом. Так, этому нужен фронтенд, бэкенд.
Это у нас опять какой-то тест запустился. Кто-то там доделал все. Можно свернуть. Фронтенд, бэкенд и инди-хакер generalist, а он сам бэкенд full stack. Ну, этот сам справится. А чтобы ПМ сам справился, ну это тяжко будет, наверное. Вот, хорошо. Значит, back to apply. Apply — это моя внутренняя картинка, и я могу что-нибудь создать. Вот они, организаторы. Индия уже тут появилась. Соединенные Штаты, Индия. Судьи. Менторы. И отписаться. Ну, на самом деле, вроде бы все. По регистрации нормально, только вот этот вот баг надо починить. Причина ясна, это предсуществующий баг, не из моего эпика. Ой, как хорошо лепит. Отмазки. Так, вроде здесь все. Мелочь на будущее по желанию. В org-дэшборде реестр Winners Submission страну не выводит колонкой, только на карте. Если хочешь видеть страну каждого орга судьи, прямо в кабинете орг добавлю колонки, маленькая правка. Давайте выведем, да? Да, спасибо, да, выведи, пожалуйста. Так, что у нас здесь? Посчитал по железным меткам из гид и прод логов все в UTC. Сколько я работал автономно? Автономное исполнение. Ну, смотрите, это надо прямо в шортс выносить. 2 часа 11 минут без остановок на одобрение, только пара твоих реплик по ходу. То есть мы с ним согласовали все, сколько я работал автономно. Событие, время. Первый коммит после твоего доделая VIP-чекпоинта. Прогон, map refresh по живой. PR первый, PR второй, PR третий. Ну, я не знаю. Итого вовлечен 2,5-3 часа. За эти 2 часа 11 минут 3 пиара слита, пройдено 10 движений main, параллельный агент влил тоже достаточно большое количество коммитов с 235 по 245. Ну да, у нас ряд агентов работало. Ну, я не знаю. Я чемпион по автономным и агентам. То есть я запустил, и он качественно работал 2 часа 11 минут, и я доволен результатом. Я не знаю, кто мне вручит первое место. Так. PR 243, живая глобальная карта, динамический роут. Давайте проверим. Ну да, уже на главное есть. Это уже не главное даже, а вот у нас главное. Да, Грузия тут тоже есть. Джорджия выделяется и приближается. Вот она у нас. Хорошо. 3 бага найдены после деплоя. Без них фича выглядела готовая, но на проде не работала. Статика. Затеняла роут, пол переименован.
не был в вас RU 404, мог затерять All Build Countries. PR 247, жесткий страж, живости 25 часов, без люка по твоему ТЗ. Проверено вживую на проде. Динамический, развилка, которую я решил сам в духе ТЗ. Union, вместо более свежего усиления против ТЗ. Блип D1 в кроне, иначе молча терял бы страну. Твой главный инвариант, заложен несущий тест на это. Двухфазный мерч, фича, потом страж. Страж бьет по проду, а на своем PR прод еще не задеплоен. Рендер путь от отказа сделал сторожем по исходнику. Map.js надежнее on demand end-to-end. Что твое внимание? Техдолг операционка. Проверь, что суточный крон реально файрится. Я подтвердил только КВ, read-write вручную, если крон не сработает. Окей. Задача про обязательную страну. Ее параллельно сделал другой агент. Я подхватил его двухполевую схему в карту, отдельно делать не нужно. Страж 25 часов. Теперь спасибо. Ну, отлично. Теперь я бы сказал... у нас еще есть те, которые работают. У нас двое еще работают. Так, наверное, я бы хотел сразу после карты пускать, наверное, какая должна быть структура, давайте подумаем. Так, вначале карта, потом судьи, потом таймлайн, eligibility, кто имеет право участвовать, остальное. Этот у нас делает, да, главную. Я думаю, будет правильно, так как он уже в курсе, ему именно поручить, а не отдельному агенту. Смотри, я хочу переделать то, как у нас должна идти логика главной. Ну и, соответственно, оно потом точно так же и уплывает в наш edition. То есть вот такая вот последовательность должна быть. Сделай ее, пожалуйста. Знаете, чего тут не хватает? Тут еще не хватает таймлайн, а здесь демо мест. Равно полная демонстрация. Полная демонстрация. Давайте у нас какие-то птицы еще накачаем. Картинки.
бесплатные головы птиц. Давайте сгенерируем, то есть чтобы не было никаких вопросов по авторским правам. Допустим, пусть у нас будет 1 участник, 2 участника, и там будет 4 участника. Создай мне, пожалуйста, картинку квадратную, рисованная голова птицы в виде аватарки. Это должно быть как картинка, созданная на компьютере, а не фотореалистичная. Ну и вот такой вот промпт просто закинем всем. И создадим наши уникальные картинки без ограничений по авторских. Так, скачать. Какая-то такая птица у нас. Это похожие какие-то. Нам надо все разные. О, вот это чуть-чуть отличается, но тоже новое. Что здесь не отрабатывает. Я не робот, пусти меня обратно. Да, я хочу просто это понасоздавать, и мне нужно много. Хотел меня блокировать, вы представляете? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Должно быть 7. Какие-то все попугаи. Странная штука. Так, я не вижу загруженных файлов. Это синица какая-то. В принципе, да, мы можем позагружать заново. Если будет повтор, то там будет просто единичка в названии. Я вам не показываю, да? Пусть будет вам еще, да, так показано. Так, а что за images? Да, это та голова птицы. Вот это у нас получается дублик, потому что единичка в конце. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Копировать, вырезать. Новая папка — это авы птиц. Тестовые. Победители. Не получалось там кликнуть адекватно. Отсюда уже, я думаю, скопирую успешно.
вот это вот пьедестал людей, аватарки. Пусть в одной команде будет, допустим, первое место там, где человек, там пусть будет один участник, там, где второе место, там пусть будет два участника, и там, где третье место, там будет 4 участника, и пусть эти люди будут тестовые аккаунты, чтобы было понятно, как будут выглядеть победные места и как будут выглядеть сертификаты победителей, чтобы участники хакатона могли зайти, посмотреть и понять, что их ждет, и что они получат в результате, какие дипломы, какие сертификаты. То есть прошу главную дополнить вот этими такими вот тестовыми аккаунтами и для них создать сертификаты уже 2026 года, 7 месяца. В структуру сейчас покажу, куда вставить. Не могу никуда уходить, чтобы оно не исчезло. И структура у нас вот здесь вот. Вот. Что у нас? 5-й разраб. Готово. Колонка country. В организаторах есть. Так, ну там такая чуть-чуть личная в том числе информация есть, поэтому я ее перенесу на экран, который не демонстрирую. Перейду в конец, /org и посмотрю фактически, что там есть. Так, проверяю. Листалка непонятно. Ну внизу и листалка, хорошо. Да, страна добавлена. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Хорошо, да, мне все нравится. Задача выполнена. Можно возвращать эту вкладку сюда. Что тут на регистрацию уже починили? Нет, не починили. Еще, значит, кодит, да, первый? Обратный отчет в хедере починен не везде на сайте. Найди все хедеры и проверь, и накати проверку, чтобы больше не сносилось. А пока что еще не везде. Я специально тебе не говорю, где еще нету, чтобы ты нашел и покрыл тестами. Потому что если ты не нашел, то значит не все тянется из единого места, и значит тебе еще есть что покрыть тестами. Ну, это как освободишься, сделай, пожалуйста. Фикс счетчика гейт завершился. Сначала демержу его, потом продолжу. Понял, ты уже починил его, просто еще не смержил. Все хорошо, ладно. Да, тогда все по плану. Спасибо. Он вместе как раз прочитает. Этот уже все сделал. И у нас все готово. Да, здесь подтянулось. И если тыкнуть по нему, здесь подтянулась Индия. И на главный организатор тоже подтянулась.
Так, ну, в принципе, это да, что я хотел и то, как я хотел. Так, сейчас надо взять описание того, что мы действительно делаем. Где-то было описание нашего хакатона. Надо его поднайти. Описание. Так, эти аватарки, я думаю, сработали. Можно все закрывать. Потому что названия были уникальные, то я знаю, что там уникальные картинки были. Пиаров нету. Ctrl-Shift-R. Там единичка зависла. Стили обновили. И нам сейчас необходимо обновить правила, то есть что необходимо, что мы оцениваем, как мы оцениваем. Надо поменять вот этот вот блок. Так, проверяем, что он сделал. Так. Многое мне не нравится. Этот блок переносим после eligibility и убираем такой большой hack on vibe. То есть просто делаем из этого такое описание. То есть наш хедер уже сам о себе многое говорит. Там, где 3 дня от 1 до 4 участников и first web coding allowed, можно сразу после eligibility ставить. А то, как ты сделал таймлайн, что все с одной стороны, мне не нравится. То есть мне больше нравилось слева, справа, слева, справа, слева, справа.
Так, надо как-то это все сгрести вместе. Так, результаты. July 12. Что у нас July 12? Давай сделаем, что по тому времени, где живет человек, то заканчивается возможность публикации в GitHub его команды в 23:59 воскресенье. Пусть будет 21:00 воскресенье. И следующий шаг, пусть человек, ну, я отдельно сейчас надиктую. И они заполняют опросник и готовят 5-минутные превью своего продукта и видео ссылкой отдают организаторам. К примеру, это может быть YouTube, это может быть ссылка на видео на Google Docs, это может быть какой-то другой вариант, но желательно ссылкой на видео. Я же тебе сбрасывал, когда проходит голосование, когда награждение, а ты взял, просто поменял визуал. Используй ту информацию, которая внутренняя наша для организаторов, то есть напиши как по-настоящему, а не как было. То есть там другие стадии и другие тайминги. Время уже здесь используй Mountain View, США. Я как-то смотрю на то, что у нас какие-то птицы тут. Наверное, я не прав был. Надо срочно переделать. То какие-то пернатые тут у нас. Business Success. И нету World Impact. Сейчас у нас только Business Success, а надо еще сделать World Impact и World Impact расположить наоборот. Команда, где 4 человека, там на первом месте, а там, где команда
из одного человека на втором месте, а команда из 2 людей на третьем месте, пусть будет там одни и те же команды. И я еще внутрь не заходил, а сделал ли ты там сертификаты участников, сейчас проверю. А аватарки я сейчас заменю. Создадим каких-нибудь, я не знаю, тигров там, леопардов, а то какие-то пернатые тут. Не солидно. Ну, давайте в какую-то синичку зайдем. Так, your name could be here. Да. Хорошо. Download. Качаем. Кликаем. И переходим на эту страницу. Так что, во всяком случае, генерация проверки хорошо создана. Раз, два, три, четыре. Раз, два и еще один. Я хочу, чтобы ты сгенерировал аватарку каких-то таких вот сильных животных, там тигр, леопард, носорог, бизон, там, ну что-нибудь такое, там слон, какие-нибудь такие мощные. Но это все должно быть квадратиком и аватарка рисованная. Как будто бы это аватарка человека. Посмотрим, как выполнит этот запрос. Не хочет отправлять. Проверка на то, робот или нет. Нет, не робот. Просто надо много картинок сделать. Ну да, это уже там прикольно. Наверное, вот эту серию продолжим. Да, продолжай делать просто разные животные. А так общая концепция правильная, хорошая, поддерживаю. History скопировать вручную, вставить. А что, он не вставляет? Блок, наверное, там. Анти какой-то там. Ну что такое? Было же все нормально. Тигр такого хорошего он сделал. Так, и какая это была? Нет, не это. Может быть, это? Да, хорошо, продолжай.
Так, давайте эту скачаем. Глянем, что там у нас в загрузках. Первая картинка есть. PDF какой-то. И вот вторая картинка есть. Ну, не знаю, плюсик он поймет, что надо продолжать или нет. А вы птиц, аватарки птиц как-то не зашли мне? Просто первая прикольная такая была. Деловая. А остальные какие-то такие. Создай следующую аватарку с следующим животным, а не добавляй дополнительные какие-то. И, ну, на аватарке там только один человек-животное. Ты уже сделал медведя, ты уже сделал зубра такого и сделал тигра. Продолжай делать других животных. Так, тут он начал чуть-чуть экономить, да? Да, хорошо, продолжай. Новые животные. Льва скачаем. Сообщение скопируем. Смешной, но нормально. Авы, тестовые победители, да. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, четыре, один и еще два. Вот этот вот и последний будет. О, ну это вообще солидный какой, ничего себе. Командный игрок. Смешно, конечно. Ну, забавно. О, ну это такой интеллигентный какой-то вышел. Ну, все. Мы поменяли аватарки. И сейчас заменим. Мне как-то аватарки с птицами не понравились, поэтому я понаделал других животных. Вот ссылка, замени, пожалуйста, в базе данных. Ну и я так понимаю, что мы эти тестовые данные будем использовать для новых месяцев. То есть как-то это встроить так, чтобы оно было не разово используемое, а ну, многоразово. То есть когда этот месяц тестовые данные заменят реальными людьми, то это этот тестовый пьедестал, он переедет просто на новый месяц. Так, хорошо. Ну,
красивенькие. Нравится. Совсем другое дело. Давайте глянем на наш сайт. Что у нас здесь? Хоть бы судьи не заменил на это все дело. Так, это apply. Вот здесь вот наши победители. Как там Хакон Вайп еще здесь. Я сейчас нахожусь на главной, там пока что еще есть этот блок, но мы же договорились его, ну, как-то убрать, да, то есть он там не сильно нужен и занимает слишком много места, то есть сразу переходим к теме, потом судьи, потом таймлайн. Ну, я просто говорю, может быть, там просто длинная разработка была и длинные тесты, я не против, просто, ну, озвучиваю, что сейчас по факту есть. Так, он еще разрабатывает. Надо создать мероприятие. Надо создать мероприятие, и когда его провести? В пятницу в 12 часов дня. И записать. Сказать, что будет запись. А здесь, пожалуйста, скажи, что эта встреча будет записана. Время проведения пусть будет пятница, 12 часов дня, а по Юте, ну, то есть Mountain View. И в Дискорде будет доступно видео, чтобы все могли пересмотреть и быть в курсе вступления. Но там будут общие моменты, которые и так описаны на сайте. А кто будет физически, тот сможет задать какие-то вопросы. Давай скажем, что также вопросы можно задавать в Дискорде, в канале нашего хакатона, текущий эдишн. Так, смерджен. Хорошо, значит, что-то здесь уже обновится, когда приедет туда деплой, автодеплой нашего CI/CD. Я так понимаю, он еще делает. Discord First Smurgeon. То есть первая задача — это создать Я, наверное, неправильно объяснил задачу. Discord First — это о том, что человек, прежде чем
зарегистрируется, то он должен создать аккаунт в Дискорде. Это не про вступление в Дискорд, это про глобальное создание аккаунта в Дискорде, потому что при регистрации требуется ввести обязательные поля, и одно из обязательных полей — это никнейм в Дискорде. Поэтому первый пункт — это создать вообще аккаунт в Дискорде, а второй пункт — это зарегистрироваться, и третий — уже вступить в Дискорд-канал. То есть вот такая вот последовательность. Так, ну, в общем, он будет кодить, так что пока пауза. Надеюсь, было полезно, интересно, познавательно. Для меня какие-то моменты были тоже интересными, когда я читаю вот так вот, что делает Cloud Code прямо в терминале, что удаляет, что пишет, как мы общаемся. Это повышает мою IT-насмотренность. Я надеюсь, что это повышает вашу IT-насмотренность, и вы будете создавать более качественные свои IT-продукты. Так что я желаю вам финансового благополучия, создавайте проекты-миллиардники в долларах, пусть у вас все получается, и спасибо за лайки, подписки, и спасибо, что смотрите. Надеюсь, полезно.